Здравствуйте. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление целями. В данной теме я показываю, каким образом цель, которую вы создали, например, как начало управления, эту цель необходимо контролировать, как бы доводить до уровня концентрации и так далее. То есть методы данного семинара распространяются на любые цели, которые первично вы создали в виде именно цели управления. Поэтому в данной теме и в данной задаче прежде всего необходимо рассмотреть статус души, то есть как ваша душа сама, вообще говоря, реагирует на цель. Для этого необходимо выявить движение души по отношению к вам. Так же, как, например, человек стремится к Богу, также душа имеет движение к вам, к вашему физическому телу в том числе. Поэтому, когда вы рассматриваете в данном случае цель управления, вы должны показать, прежде всего, себе, в общем-то, практически статус вашей души на уровне Бога, то есть как Бог воспринимает вашу душу, и через зрение Бога, через действие Бога постараться выйти на уровень именно системного управления. То есть здесь статус управления заключается в том, что вы имеете фактически, скажем так, уровень глобальных задач, да, идущих от Бога, уровень взаимодействия Бога и души вашей, то есть вы должны визуализировать эту область взаимодействия. Затем вы должны увидеть, каким образом происходит, например, распространение каких-то физических систем в мире, да, то есть увидеть, где Бог реализует физические системы, например, звуковые формы какие-то взаимодействия материи, и при этом вы можете увидеть, каким образом Бог вообще детализирует какие-то процессы обменные, да, например, процессы взаимодействия вас с какими-то элементами реальности. То есть вы углубляетесь в систему, где Бог взаимодействует с вашей душой фактически. И когда вы начинаете этот уровень познавать, то есть видеть глубину этого процесса, то есть где ваша душа настолько глубока, что она достигает действия Бога, и где она познает Бога, да, тогда вы начинаете видеть, что мысль вашей души, то есть именно мышление или там звуковая форма взаимодействия вашей души с внешней реальностью, это есть уровень реализации вас как личности, и ваша цель определена изначально не только, например, каким-то, скажем, личным, да, мотивом. Здесь надо увидеть внешний мотив цели. То есть если человек находится в каком-то помещении, то у него мотив цели связан с тем, что он в том числе находится в помещении, он должен или выйти, да, или зайти в следующий и так далее. То есть здесь есть как бы внешние конструкции совершенно, которые конкретные, поэтому в целях определения конкретных систем это есть также действие Бога, потому что если мы рассмотрим, предположим, статус действия души Бога, зачем вообще Бог создал какие-то линейные системы, да, пространства, какие-то связи, перемещения, а для того, чтобы конкретизация цели была выявлена. Если мы встречаемся в каком-то месте, то тогда ясно, что это место обозначено. Ну, это, например, одна из позиций, да, в данной технологии. Поэтому, когда мы говорим о целевом управлении, мы должны понять, как взаимодействует ваша личная система, вообще говоря, в том статусе, где вы находитесь. То есть задача при любом сочетании событий человек должен иметь вечное развитие, следовательно, он должен уметь в этом сочетании выбирать статус своего действия. Да? Статус действия может быть совершенно разный. Он может быть локальный, там, пролонгированный, но он должен быть однозначный, ведущий именно к вечной жизни, к вечному развитию. Поэтому, причем в физическом теле. Поэтому, так же, как делает Бог, Он берет задачи своей души и реализует в виде пространства-времени, для того, чтобы конкретизировать цель и направить на исполнение, да, управленческое исполнение, необходимо пространственно-временную константу, вот ту, которую Бог визуализирует перед вами, эту константу суметь направить на реализацию цели, как всеобщей, да, как локальной. То есть, например, простая ситуация, есть некая дверь, да, задаемся вопросом, предположим, что это абстрактный некий элемент реальности, какая цель вообще у двери, да, вот просто такой абстрактный вопрос, например, открываться. То есть мы начинаем двигаться в управлении, там, открытая дверь, значит, не нужно открывать, да, свободный проход и так далее. То есть мы начинаем взаимодействовать с очень большим количеством вещей тогда, да. Почему мир расширяется и количество вещей увеличивается? Это потому что идет более устойчивое управление по цели стремления к Богу. Именно делать как Бог, и получается количество увеличивается. Вот увеличение количественного уровня – это есть та характеристика, что можно создать какую-то систему реальности, не прибегая, предположим, к внешнему забору информации. А для этого нужно взять и конкретизировать цель. То есть сделать цель настолько конкретной, чтобы
информация уже в ней была, да? Ну, то есть мы получаем, собственно говоря, из сверхконцентрации самоуправление или, там, скажем, материю, или, можно сказать, так как энергию, условно достаточно для управления и так далее. На самом деле это просто статус личности, который развивается. То есть вы развиваете структуру собственного будущего. Да? То есть мы таким образом подходим к системе будущего своего, реального. Получается, что мы имеем будущее развитие как систему практически будущих целей, где вы будущее уже начинаете визуализировать. То есть будущее настолько же реально, например, как настоящее, текущее время. Потому что ведь в большей степени цель ставится по отношению к будущим событиям. Более того, если она ставится к прошлому, как аксиома, заведомо всем понятно, речь идет о том, что результат получен будет в будущем, да, в течение некоторого времени. Поэтому получается, что мы работаем все время с фракцией будущего. Следовательно, цель должна располагаться как бы на пространстве будущих событий, при этом расположение, значит, данного управления должно быть таким, что вы практически должны выявить систему всеобщего развития в своей локальной цели, потому что вы можете четко сразу сказать, что да, ваша цель исполняется, если, например, там существует Земля, нет возможной глобальной катастрофы и так далее. То есть взаимодействие с макроуровнем, да, должно обязательно определяться как уровень именно внешнего управления целью. Потому что все-таки вы перемещаетесь по Земле, перемещаетесь, когда Земля существует. Поэтому получается, что управление внешнее должно быть очень четко завязано с уровнем реализации, именно технологической реализации исполнения цели. Почему вот я достаточно часто говорю, что нужно даже, может быть, логически вспоминать управленцам, что все-таки сначала нужно сделать макроспасение, управление по макроспасению, то есть выделить фрагмент, специально его визуализировать, потом уже решать частную задачу, потому что априори, конечно, известно, что по моему учению в любом случае это происходит, макроспасение, спасение там, всех и лично каждого. При этом мы должны все-таки выявить здесь именно более общую цель, в том числе социальную, то есть когда люди это делают, то есть надо еще видеть, что и как люди делают в этом же контексте, именно макроспасение. И когда, например, человек безусловно это делает, он как бы втягивается, привыкает, что действительно так и это происходит, а то, что действительно это понятно, потому что любое действие делается через макрорегулирование. И вот мы пришли к этому уровню, что есть некие объективные законы, которые просто-навсего существуют, и их нужно изучать. Вот где происходит выделение или, вообще говоря, появление вот этой фракции макрорегулирования в действии. То есть если мы сможем, а мы так должны сделать в любом случае, перевести макрорегулирование в систему реализации цели, то мы получаем в динамике уже контролируемую цель. То есть статистика управления такая, что практически все процессы макрорегулирования уже перетекают в пространство событий цели. В этом случае действие управления и практически, так скажем, действие, скажем, внешнее, да, или там ваше действие, все эти действия, они пересекаются в том, что цель начинает достигаться. Вот здесь мы начинаем видеть, что для управления целью необходимо, так же, как делает Бог, еще определить начало цели. Вот для Бога, где вообще начало его цели, если так поставить вопрос? Он же имеет всегда бесконечный уровень развития. Следовательно, у человека существует подобная задача, он должен четко выделить начало цели. Хотя человеку это более, так скажем, естественно, там есть причинно-следственные связи, и он может считать, что начало цели, например, где-то вот там, в какой-то области, связано с днем, там, с месяцем или с событием. Или с пространством, да, с конкретной величиной. То есть если взять, нарисовать линию, то на линейке это конкретное число. То есть некое начало. Для Бога процесс все-таки решается по-другому. Бог, прежде всего, находит в душе у себя целесообразность, да, действия. То есть формирование цели – это есть целесообразность для Бога, да, во всеобщем развитии. А так как Бог дает знания всем людям, то, следовательно, знание, мысль должна, в общем-то, как бы в виде некой канвы перейти в уровень его знания. То есть это должно быть некий канал, да, какой-то вот связи, и практически этот уровень должен быть такой, что человек должен четко видеть, что ему передал Бог, то есть его личную линию, Бог и человек. Человек должен видеть это в непрерывном времени. И вот этот вот уровень непрерывности формирует для Бога начало цели. То есть началом цели у Бога является человек в данном случае.
И когда вы рассматриваете дальнейшее управление, то получается, что Бог практически реализует, ну, в том числе себя, когда человек развивается вечно. То есть он соответствует цели его развития, да, Бога, то есть вечное развитие. Поэтому начало, даже как конкретно линейное, вот, начало именно точно известное, все равно имеет очень глубокую практически макроприроду. То есть природу именно духовного действия, действия души, духа, сознания человека. И когда человек выявляет, ну, как бы свое истинное положение с этой точки зрения, с этой позиции в управлении, то он начинает видеть, что практически мы имеем дело, ну, прежде всего, с собой, то есть человек сам с собой как бы на определенном уровне договаривается, что все бесконечное, что включено в его душу, да, как бы внешнее управление, то есть, так скажем, фактор внешнего действия души человека или внешний статус по отношению к человеку, души человека, он включает в себя все позиции, о которых сейчас я сказал, то есть речь идет о том, что душа взаимодействует на уровне и глубоких, и правильных таких, как бы простых процессов. И когда вот он начинает визуализировать свою душу, то получается, что он определяет устойчивость своей собственной цели. То есть он получает цель души, определенную на пространстве и времени. То есть душа делает и пространство, и время, то есть как бы складывает или организовывает иногда, если там уже готово, да, пространство, время. И тогда получается, что мы фактически строим реальность таким образом, что должны, во-первых, ощущать одновременность, то есть воспринимать четко совершенно действие тела, души и, например, там, в принципе, как такового человека вообще, потому что все время речь идет о человеке, да, о Бога. И когда мы видим статус человека, то есть человеческий статус, цель более определена. Поэтому понятно, что люди должны быть миролюбивыми, должны созидательно развиваться, потому что когда мы эту фракцию цели рассматриваем, то человек же сам себе вред не может наносить. И поэтому получается, что, кстати, вот по большому счету есть уровни, когда человек вообще не может нанести себе никакого вреда. Например, Бог, он вечен, он в любом случае никому вред, да, не приносит, включая самого себя. Следовательно, в целевом управлении достаточно четко проявлена линия, когда человек, действуя именно в бесконечном развитии в сторону Бога, он в любом случае вред себе не принесет. То есть развитие в сторону действия того, как делает Бог, и как Бог показывает, это значит безвредное, да, по крайней мере, развитие. Значит, а когда мы начинаем рассматривать систему управления, почему бы, например, любое действие не сделать безвредным, там, в макросмысле, наоборот, да, предположим, даже полезным. Тогда получается, что вот этот уровень, ну, как бы даже полезным, да, подразумевает, что оно, ну, по крайней мере, должно быть все-таки созидательным на каких-то начальных пусть даже уровнях, пусть даже это личное действие человека, которое является, ну, в общем-то, неким личным бытовым аспектом. Предположим, значит, человек совершает какое-то действие, и это действие как бы не отражается, да, во внешней реальности, если его личное действие, связанное, например, с его физическим телом и так далее. Но ведь Бог присутствует везде, Бог изначально связан с душой, и его действие – это и есть действие души. Вот действие Бога – это действие души. И в данном случае душа, которая совершенно свободна, но создана Богом, и действие души, это тоже действие Бога, идет как бы, ну, назовем так, как слипание, да, в кавычках, цели. Изначальное, как бы априорное такое, то есть фундаментальное слипание цели Бога и человека, вообще говоря, всегда совпадает в макроразвитии. Здесь нету противоречий, потому что мы не будем здесь анализировать, например, ту линию, что как вообще все разделено и создано, да, потому что это уже предмет, как бы, в принципе, такого же уровня управления целевого, и мы просто будем находить более детальные области, да, создания в этом случае. В том случае мы говорим, что идеологически цели совпадают, следовательно, мы не можем иметь каких-то противоречий, мы должны двигаться вместе, поэтому получается, что конкретным уровнем управления целью является нахождение в оптическом выражении, вот уровень вашей души, который представляет как бы узловую точку выделения цели. Но эта точка, она не визуализируется, она понимается. Вот почему рождается понимание. Вообще, как рождается понимание у человека? То есть, если мы рассматриваем процесс вот этого понятия, вот почему человек понимает, почему он это называет пониманием, да, какой-то элемент восприятия. А потому что существуют элементы, которые не должны визуализироваться оптически. То есть человек
который двигается в пространстве свободно, предположим, и чем больше пространства, тем более свободное получается движение, да, открытое. То есть для более свободного движения должно быть больше пространства. Но пространство подразумевает, что находящиеся в этом пространстве должны увеличивать как бы самих себя, то есть увеличивать статус личной свободы за счет действия следующего. Человек, когда больше свободен, то Бог в душе тоже более свободен получается, за счет того, что его, да, создание, созданный человек становится свободным. Статус его свободы увеличивается в личностном контексте, хотя он и так свободен, огромное пространство. Тем не менее, значит, и в основном-то речь идет о личностном пространстве, пространство понимания друг друга, да, пространство взаимопонимания. Отсюда происходит элемент понимания, управления целью, где сам элемент не выявлен, например, в оптике, да, он даже, кстати, может быть не выявлен как знание, как таковое, вот именно воспринимаемое в виде там конкретных терминов, там, звуков и так далее. Это конкретно все-таки уровень понимания. И когда мы начинаем видеть именно статус понимания целью, то получается, что управление целью это есть все-таки более глобальная задача, которая фактически определяет, в общем-то, динамический статус постоянного понимания развития своей цели. То есть некая ниточка, которая постоянно связывает вас с реализацией. Даже если вы, например, не фиксируете управление, да, и при этом вы, например, делаете так, чтобы делать какие-то другие управленческие системы, может быть, даже которые очень сложные, да, но какая-то одна разовая цель, она должна реализоваться. Например, цель, которая, вообще говоря, может быть не сформулирована как цель там, очень жесткая, цель, которая волевая, да, а просто вот задача спасения мира – это просто цель логическая. Вообще ее логически имеет каждый человек, чтобы не было макроуничтожения. И когда человек делает любые другие задачи, эта цель все равно должна реализоваться где-то там, да, вот, как бы на периферии, но без усиленного контроля, но она все время должна реализовываться. То есть есть цели, которые имеют статус непрерывной реализации. И поэтому получается, что мы имеем дело в управлении целью как статус, фактология, да, или как бы даже факторография больше. Здесь получается фактор имеет некую графическую выявленность в виде как бы восприятия этой графики, в виде, например, собственно говоря, самой графики действий. Вот почему мы, например, можем определить законы создания письменности, как она создавалась, почему письменность каким-то образом соответствует речи. И каким образом делать там замедление в управлении, расширять пространство или давать задачу другим расширять пространство. То есть здесь получается, что мы имеем возможность такого управления, когда задача управления перекликается как бы с далекой, да, как бы очень, может быть, не совсем далекой, но, по крайней мере, перспективной целью, которая обязательно реализовывается. Получается, что взаимодействие душ разных людей и, по сути, души Бога, вот, да, во всеобщем и в своем как бы самопонимании, ведь Бог изначально абсолютно все понимает. Для человека, когда он смотрит на этот статус, тоже все становится понятно. То есть достаточно человеку посмотреть на этот статус, человеку становится понятно действие. Ему не нужно там, брать какой-то микроскоп и долго изучать, например, часто какой-то процесс, он может понять, что внутри вещества. Он может определить структуру вещества просто потому, что он понимает, что вокруг этой структуры. То есть мир устроен в том числе так, что существует много понятий, которые не определены, но при этом при всем мы имеем статус практически такой, что когда идет управление, например, идущее в бесконечную величину, то взаимодействие с другими системами происходит на понимании того, что существуют какие-то другие системы, они, например, обладают какими-то свойствами, человек это понимает, но он систему не фиксирует, например, да, он ее не исследует. Так вот, понимание – это есть тот фактор, который фактически управляет системой внешних каких-то событий или внешних целей, да, по отношению к вам или там, в принципе, ваших же собственных. То есть, чтобы создать непрерывный уровень управления, нужно создать некий генератор, который бы поддерживал этот уровень постоянно, да, в пространстве времени. Для этого мы, значит, берем все элементы внешнего взаимодействия, не выделяя фракцию конкретно, часто просто мы понимаем, что существуют там какие-то макрогалактики. Да. Это понимание у нас существует, но мы
не должны там каждую секунду заниматься исследованием этих макрогалактик. Но само понимание дает элемент взаимодействия как бы внешней макровеличины с целью, например, там, спасения мира. И когда вы начинаете элемент понимания, ну, некий мешок, да, представим, что мы наливаем там в целлофановый мешок воду и говорим, это вот макрогалактика, другой это плывет какой-то там пароход, третий это море и так далее. Вот у нас несколько целлофановых мешков с водой, да, ну, с чистой, которую можно в принципе выпить. Но мы, например, ее не выпиваем, мы их берем и, скажем, на нее кладем компас и смотрим, чтобы, значит, на воде, то есть такую сложную конструкцию сами себе строим, чтобы на трех этих целлофановых мешках этот компас, в общем-то, не вибрировал, да? Хотя вода динамичная. То есть мы фактически создаем как бы пространство управления самостоятельно, ну, в принципе, считаю, что вода, как, например, проводник, как элемент вообще создания жизни, да, на планете, что ее очень много, мы берем сегменты, как бы чисто механически строим модель, когда компас, соединяясь с водой, как бы создаем элемент причастности к макроуровню такого элемента, как направление. Просто создаем механическую модель, такую как бы совершенно абстрактную. Но когда мы начинаем думать дальше, если направление связано с макроуровнем, да, через целлофан, мы можем определить структуру самого целлофана. То есть вот здесь не надо дальше ничего думать, надо просто эту структуру видеть, самого целлофана. Направление связано с макроуровнем через промежуточную среду. Макроуровень – это вода, например, да, много воды на Земле. Значит, и когда вы начинаете это знать, то структура целлофана для вас становится понятной. Вам не надо ее знать как бы глубоко, не надо разрезать целлофан, во-первых, вода выльется. Значит, и получается, что исходя из этого мы можем знать внешнюю реальность, потому что существует, ну, предположим, вот я построил какую-то абстрактную связь. Значит, и когда мы этот элемент знаем, то есть возникает четкая позиция знания, мы получаем знание о этом предмете управления, например, о целлофане, четко на свое конкретно на сердце. То есть сердце вечное, потому что сердце знающее. Да? Сердце знает всю реальность. Получается, что вы, по крайней мере, по обратной линии обнаруживаете свойства вечности в своем сердце. И вот в управлении, значит, целью существует очень простой еще элемент. Нужно смотреть, какой уровень вечности из вашего физического тела как бы подсвечивает цель вашего управления. И исходя из этого мы практически видим следующий уровень управления, что когда мы имеем, например, управление, идущее от конкретного вашего органа, да, где вы можете, в принципе, видеть как некий уровень свечения от кожи, там, от части тела, не обязательно внутренний орган рассматривать. И увидите в цели управления связь между собой и элементом вечности из уровня опять сопричастности. Модель совершенно уже не та, она совершенно другая, потому что человек не может быть смоделирован механическим уровнем. Почему я еще вот привел вот этот элемент целлофанов там с водой? Потому что это явно не человек, да? То есть нет отношения к человеку в плане действия, потому что человек не может быть механистически смоделирован. И я как бы отделил как бы внешнюю природу мира, да, от уровня понимания. Человек может понять структуру, значит, любую, но при этом его нельзя, например, динамически смоделировать. Исходя из этого, ясно, что когда Бог все-таки создал по образу и подобию, создал именно человека как бесконечную величину, то взаимодействие с целью, да, любых людей происходит совершенно так же. То есть в одном и том же сегменте вашей вечности реализована вечность всех людей. То есть вы можете, в принципе, очень просто обучать. Вам достаточно в своей цели управления выявить свой собственный фрагмент и засветить, показать всем другим. Все люди, в принципе, уже здесь. Потому что они все время смотрят на то, как вы законодательно исполняете свои цели. Цель исполняется по совершенно каноническим законам. Любые цели имеют ряд совершенно четких канонических законов реализации. Ну, например, закон всеобщего действия, да, закон самоправильности, то есть цель ясна для самой себя, например, ну и так далее, с точки зрения внешнего наблюдателя. Но если мы, ну, такой фрагмент, почему цель ясна для себя, кому ясна? Ну, то есть самой цели, а кто в цели вообще воспринимает, да, саму себя? Тогда мы начинаем опять приходить к себе, то есть человек. Человек – это и есть определение цели. Тот, кто ее поставил,
он здесь и реализован фактически. И когда человек уже начинает осознавать практически себя полностью в системе макроцелевого управления, то он видит, что он, например, да, и цель, в принципе, они неотделимы. Вот когда элемент неотделимости физического тела возникает от цели, какая бы она ни была, хоть там в макрогалактике какие-то слетать туда и обратно, например, да, и тогда, когда вы видите это в реальном времени, как бы себя здесь, то получается, что те макрогалактики это уже подвластный материал, то есть он ориентирован на вас, потому что вы как бы ведете структуру сущности мира, причем как бы такую структуру, которая фактически определяет взаимосвязь вашу со всем миром. То есть здесь получается, что вы видите себя в центре мира, совершенно четко, здесь можно увидеть, что вы находитесь в центре мира. И когда вы, например, вот этот уровень управления, значит, в центре мира как бы визуализируете, да, то получается, что вы очень четко видите следующую константу развития цели. Вы должны видеть, что в момент управления вы находитесь в управляющем центре мира. Ну, как бы тот центр, который вы создали для себя лично. Потому что, понятно, в мире очень много различных процессов происходит, и чтобы мы четко управляли целью и достигли управления обязательно, мы должны, в принципе, все-таки сделать таким образом, чтобы получить управление всеобщим. То есть мы должны контролировать практически все мировые процессы с точки зрения цели, да, управления, и при этом сами находиться в управляющем центре. Логически модель понятна. То есть она как бы другой не может быть, если мы хотим достигнуть управления корректно. Тогда получается, что исходя из этого, внутри души человека, а душа – это совершенная цель Бога, то есть реализованная цель Бога в данном понимании. И получается, что находится уровень, который позволяет человеку фактически выйти, в общем-то, в структуру своей души, то есть увидеть управление таким образом, что значит, вы видите вот этот именно уровень как бы центра, да, определенный уровень осознания центра. То есть вы понимаете, где центр, но это не значит, что нужно взять, например, геометрию души, разложить оптику там по квадрантам и вычислить вообще, в каком месте эта душа находится. Это как раз-таки задача не из этого плана. Хотя такую задачу можно поставить, и можно сказать совершенно корректно, где в основном происходит действие вашей души, да, и где форма души. Это можно выделить, это управление, но тогда это будет другое управление, выделение там именно локализации и объема с точки зрения, причем вашего восприятия, все равно. Ведь вы можете воспринимать там часть души, а душа в этот момент, она же репродуцирует восприятие, как бы находится все равно в системе внешнего контроля. И получается в данном случае, что мы как раз-таки не занимаемся, вот, например, там, поиском геометрического месторасположения души, а работаем с пространством души. Вот именно понимаем, что пространство души находится здесь. Мы же понимаем, где находится целлофан. Какая разница, почему мы по аналогии не можем понять, где находится душа? А механизм у нас же универсальный. Значит, поэтому получается, что мы понимаем, где находится душа, и в этом аспекте управления начинаем делать управление именно по реализации цели. То есть достаточно, получается, сделать управление как бы на платформе своей души, и цель реализована. По крайней мере, для души точно она реализована. А это уже, да, практически 90 минимум процентов решения управленческих задач с точки зрения личность Бог, или личность мира, да, или личность вообще всеобщая реальность, где Бог есть действующее лицо, например, и так далее. Когда вы, например, реализовываете данное управление, то на физическом уровне, конечно, во-первых, вы тогда можете ускорить, то есть там убыстрить, очень быстро можно реализовать процессы, которые, может быть, достаточно длительно, да, могут тянуться. То есть это ускорение все-таки, достаточно причем существенное через эту технологию. И, в принципе, основное, что вот макрорегулирование здесь выражено в том, что вы при управлении целью, как бы внешним уровнем управления целью, выражаете именно уровень взаимодействия личностного, как бы уровень как бы макросистем, таким образом, что вы регулируете как макроуровень, так и свои системы. То есть это, в общем-то, достаточно сильный как бы внешний контроль, да, ваш личный, причем фактически непрерывный по сути-то. Потому что вы можете работать только вокруг цели, а вокруг цели это непрерывность все равно. Это ведь вокруг цели величина непрерывная. Поэтому сейчас делайте такое управление, выйдите, как я сказал, на уровень души, то есть поймите, где управлять в вашей душе, конкретно это может быть возле физического тела пространства, и поставьте задачу управления именно на понимании
То есть вы понимаете, как достигнуть цель, как цель достигается, но вам не нужно долго заниматься самой целью. Цель же все равно поставлена. Ну, сначала поставьте, конечно, конкретную цель лучше, сейчас прямо. И, значит, прям эту цель как бы выработаете на платформе именно пространства души, где есть понимание управления целью. Я поработаю вместе с вами, в момент работы не прекращайте контроль и слежение, ну, то есть контролируемость цели постоянно, сердце, цель, тело, цель все время связаны должны быть. Так что я поработаю вместе с вами, работаете по возможности более активно, то есть увеличивайте постоянно скорость управления. И потом, когда вы делаете управление, нужно рассматривать такой фактор, вот для чего человеку в какой-то ситуации нужна именно это, да, какая-то ситуация. То есть в чем, например, ракурс управления, значит, и как данный ракурс, предположим, связан с тем, что вот, ну, как бы задачи человека, задачи других людей определены, например, с бесконечным развитием. То есть вот если поставить задачу, что вечное развитие – это конкретная технология, которая реализовывается всегда в виде именно технологических принципов, да, например, в цели управления. То есть такой вариант, что человек в любом случае вечно развивается, но ему не обязательно постоянно эту задачу ставить. Но если все-таки эту задачу ставить, то получается, что именно как цель управления, то должны быть выявлены конкретные технологические приемы реализации вечного развития собственного. Для этого существует как бы стратегическая модель, да, перспективная. Туда включены все люди. И получается, все люди должны освоить технику. Значит, получается, какие-то люди должны видеть некое пространство управления, что они в какой-то момент должны передать управление как бы другим людям, да, или передать, например, там, в бесконечное будущее. И получается, что когда вы делаете управление, как бы идущее от вас по цели управления, существует такой момент. Во-первых, задача концентрированного уровня передачи знаний, чтобы показать в этот момент, что происходит в реальности, да? То есть, ну, например, там много людей уже обладают технологией вечной жизни, но в принципе много это не значит, что там очень много, во-первых. Во-вторых, значит, им надо другим передать, но если даже почти все, то это не значит, что все. И задача выявить, например, какому количеству людей передать, да, эти знания. Задача выявить там вообще того, как бы последнего человека, которому нужно там передать, и тогда уже все, да, могут. То есть это задача, которая изначально от Бога ставится как цель фактически его личного развития. То есть получается, что с точки зрения развития Бога, если такой вот термин можно ввести, то Бог как бы элемент, что ли, развития, да, или, скажем, там, смысл там, собственной жизни, предложим, вот задаться вопрос, в чем смысл жизни Бога? Значит, тогда получается, что как раз-таки в том, чтобы суметь передать всем, да, научить любого, в общем-то, примерно тому же, или вообще тому же, или хотя бы не конкретно, вот ровно тому же, но подобно тому же, что делает он сам. То есть, получается, с точки зрения других людей, смысл жизни Бога понятен, определен. То есть, и получается, что, но все равно он не умирает, то есть Бог в любом случае живет вечно. Получается, элемент вечности, логически же он все равно связан с вечным развитием других людей. То есть, если вечно другие люди развиваются, Бог тем более вечен. И получается, что исходя из этого, как бы существуют такие логические связки, которые говорят о том, что Бог в любом случае, с точки зрения человека, должен показывать какой-то путь по саморазвитию фактически. Хотя вот понятие развития для Бога может быть достаточно условно, все равно Бог все знает, как бы, да, бесконечно развит. Тем не менее, он должен иметь аналогичные механизмы, которые существуют у человека. И чтобы данные механизмы были похожи, он должен создавать элементы передачи знаний. Вот передача знаний – это похожая величина. Человек тоже может передать знания любому другому. Поэтому существуют какие-то моменты, которые происходят на уровне одного количества людей, которые может передать следующим. Для чего-то контролируется количество людей. Вот, например, почему Бог не взял и не сделал бесконечное количество людей сразу? Взять и, например, пусть будет их бесконечное количество и вообще количество неконтролируемое. Вот само понятие количества, да? Почему происходит понятие увеличения? Потому что здесь есть элемент передачи знаний, причем знаний Бога. Бог контролирует передачу знаний
увеличением количества там, передач от одного количества людей, да, к другому и так далее. При этом вот как раз-таки здесь каждый человек выявляется как личность, когда передается знание. Если там знания все имеют, тогда в чем проявление личностных факторов управления? Как он вообще именно сам набрал знания, да? В чем здесь уровень? Потому что когда много людей, большие количество людей, личностные проявления, причем личность проявляется очень точно, совершенно индивидуально, совершенно практически именно на точном божественном уровне, когда среди очень большого количества информации человек, например, набирает свои личные знания и лично продвигается. То есть чем больше информации, чем личность становится более выявленной. То есть, с одной стороны, вроде бы, логически личность получается, что работает, так скажем, более индивидуально, логически как бы, или с одной точки зрения, когда как бы людей не так, но на самом деле, когда много именно людей, личность выявляется более индивидуально. Потому что существует система взаимодействия между практически человеком и внешней средой, и вот здесь личность начинает выбирать, значит, именно в цели управления взаимодействие, вот, то есть репродукция цели человека зависит от того, что его окружает. И чем точнее репродуцируется цель, то есть чем точнее он ставит цель от взаимодействия со всей реальностью, тем, значит, более выявлен человек, да, в личностном аспекте. Личность, которая работает в большом количестве информации, естественно, должна больше знать. То есть, поэтому получается, что выявление цели, управление целью подразумевает такое же соответствие действия, как происходит в случае, как вообще цель ставит Бог. То есть существует бесконечное количество информации, и когда это бесконечное количество информации, например, значит, визуализируется Богом, и Бог совершает следующее действие, причем Бог же должен совершить точное действие, у него практически нет возможности, предположим, совершать какое-то действие, которое, может быть, не точно. То есть в любом случае Бог не допустит, например, уничтожения Земли. Следовательно, он должен совершать всегда абсолютно точное действие. Поэтому получается, что, исходя из этого, для того, чтобы Бог совершал точное действие, значит, с точки зрения человека, он должен правильную цель как бы определить в бесконечном уровне знаний. Следовательно, чем больше информации у человека, тем он точнее определяет свою цель. Логически ясно, да, чем больше информации человек имеет, осознанной информации, да, точной информации, правильно, вообще даже расположенной, тем он точнее действует. Получается, что задача управления целью, задача целевого управления заключается в том, что вы воспринимаете практически, значит, все внешнее управление как задача, в общем-то, формирования, по цели или связи с целью, или же связи, такой связи с целью, чтобы вы имели какие-то корректирующие системы, да, то есть как вот выбрать корректическую, именно когда вот сама как бы корректировка не зависит там от слова, да, можно слово там сокращать, можно увеличивать, но вы делаете управление. То есть можно вообще не говорить, но делать управление. То есть получается, что каким образом можно сокращать звуковую форму, пространственную форму, временную, там, если это нужно. То есть как вообще брать следующую, как бы, может быть, коррелирующую иногда или корректирующую информацию. Скорее, как правило, это все-таки коррелирующая, потому что коррекция подразумевает иногда более грубое как бы вмешательство. Да? Если мы выявляем точную цель, то получается, что мы, в принципе, не должны вмешиваться в само автономное звено. То есть Бог поставил цель создать человека, Он создал человека. Этот человек не видоизменяется, независимо от тысячелетий. Получается, что, исходя из этого, мы имеем структуру такую, что чтобы цель была управляема и как бы скоррегирована практически с фактами внешней реальности, она должна быть совершенно автономной. То есть фактически она должна быть как бы оторвана, да, в кавычках, конечно, но от реальности. По большому счету, по крайней мере, в процесс именно действия включаться, вот начальный уровень, что есть начало, определение уровня, когда цель сформирована. И то же самое Бог, Он как бы находится в том числе и вне людей, делая управление внешним, но одновременно Он, естественно, человек и как можно глубже находится среди людей, да, в плане контакта, потому что здесь у него есть пересечение, он должен управлять, то есть всеми системами развития, значит, внешняя система. Собственно говоря, для Бога это значит не оторванность, а наоборот бесконечное развитие человека. И исходя из этого, когда Бог ставит задачу именно бесконечного развития человека, то он как раз-таки приходит к себе, то есть, в общем-то, получается, к уровню или там к
смыслу своей жизни с точки зрения там, наблюдающего человека, бесконечное развитие. И когда он начинает видеть бесконечное развитие, да, он понимает свой смысл так, как он его понимает, то есть именно божественным, Божьим умыслом, да, или там умом и так далее, или душой, то есть именно душой Бога. И вот здесь, получается, мы четко выявляем оптику, то есть оптическое выражение души Бога. Во всеобщем, причем варианте, то есть в любой точке личностная характеристика души Бога, она совершенно конкретная. Как я сказал, человек логически воспринимает, ну, одна из позиций логическая такая, что и существует внешняя реальность, следовательно, смысл Бога создать реальность, смысл его жизни, да, или его развития, или действия вообще. Тогда получается в том числе создать человека. И бесконечное развитие человека, это есть, здесь надо быть вот крайне внимательным вот к этой конструкции, еще раз постараться ее запомнить прямо сейчас, а потом вот эту систему несколько раз надо будет просмотреть дополнительно. Дело в том, что дальше начинается процесс уже передачи знаний. Человек, знающий такую реальность, ну, например, там я сказал, что смыслом жизни Бога является бесконечное развитие, вечное развитие человечества. Вот эта мысль находится в восприятии одного человека, и дальше уже Бог начинает смотреть через другого человека на то, как бы первый человек, у которого есть эта информация о том, что смыслом жизни Бога является вечное развитие человечества, есть. И когда вот Бог смотрит как бы глазами, значит, этого человека или там личностью, то сразу понятно всем другим людям, почему человек живет вечно, потому что открывается душа Бога, и люди видят, как в реальном времени создается другой человек. Он же в этот момент смотрит, чтобы понять точку зрения человека. И тогда понятно, как он вообще создается в реальном времени. И здесь вот, кстати, первый аспект понимания, что человек абсолютно свободен. То есть он практически волен принимать там любые самостоятельные собственные решения. Ну, в большей степени он принимает созидательные, конечно, как правило, от рождения, по крайней мере. А дальше как бы формирование именно созидательного статуса, это все-таки его личное внутреннее дело. То есть человек должен понимать, почему тогда он лично сам живет. И когда он начинает, ну, безусловно, аспект жизни воспринимать как действие души, то есть получается, он уже давно в душе Бога находится, человек, он это начинает осознавать, вспоминать элементы детства, которые говорят ему о том, что он вот буквально там соприкасался с душой Бога, и он там вообще жил. Так почему он, например, контакт, предположим, ну, куда-то делся, да, если он считает, что он исчез, или исчезнуть он все равно не может, есть только уровень личного мышления, который как бы уводит в собственную репродукцию восприятия. Почему миры разные, в том числе? Он репродуцирует человека восприятие, Бог ему дает следующую реальность. Так вот, когда получается, что когда он на человеческом уровне уходит в глубину своего мышления, он понимает, что в любой мысли тоже присутствует душа Бога, действие Бога, жизнь Бога. И получается, что исходя из этого, человек и Бог в мышлении совпадают. Именно, кстати, в мышлении физического тела. Здесь мы приходим к тому, что физическое тело имеет мышление. Ясно, что логически всем понятно, тело, да, человек мыслит, так скажем. Но ведь мышление связано с конкретным человеком, значит, с физическим телом тоже. И получается, как только мы переходим на синхронизацию мышления человека и мышления Бога, да, в цели управления, то мы понимаем, ну, например, там едет водитель, едет штурман, как вот на гонках, да, на автомобилях, или там пилот второй. Тогда, получается, они же должны быть синхронизированы. Значит, мышление должно быть как-то вот синхронизировано в плане действия обязательно. То же самое, когда вы входите в такой параметр управления, то получается, что синхронизация ваша с Богом дает очень многие знания сразу же. То есть вы сразу же делаете правильно. Вот, например, откуда возникает такое понятие, как там управляемое яснознание, там, или просто знание, или там яснознание, ну, как бы просто есть знание некой ситуации. Это синхронизация с действием Бога в цели управления. Есть цель спасения мира, если синхронизироваться, в принципе, как бы корректно, да, то получается знание у вас уже есть. Вот это и есть контакт с душой Бога. Следовательно, на личном уровне для управления целью должен быть контакт вашей души и души Бога. И причем технологию я сейчас конкретно вам показал. То есть именно управляемость такова, что как только человек познает, что он контакт получил, все, он свободен, он действует, что хочет. Он может там делать какое-то другое дело и так далее. Как вообще возникают другие дела у человека.
Ну, просто абстрактный вопрос такой, достаточно простой. Если можно задать вопрос по отношению к любому явлению мира, то почему у человека возникает другое дело? Почему он не делает там какое-то одно дело долго, или почему он делает его коротко? А потому что как только происходит контакт на уровне познания с душой Бога, человек понимает, что теперь он развивается дальше. Получается, что понятие окончания дела – это есть завершенный контакт, да? Одного уровня. И раз так, то завершение-то происходило с Богом, значит, это опять вечная конструкция. То есть конечная величина, она, значит, получается вечной во всех делах повседневных. Просто сейчас это я выявил вот в этой логике управления. И исходя из этого, увидеть вечную систему внутри конечного дела очень просто. Обратно взять с оптики окончания, спуститься и посмотреть изнутри. Вот почему Бог, Он так и ставит задачу изначально, что дело, в принципе, не имеет, собственно говоря, какого-то начала для него. Он все равно бесконечный уровень управления. И получается, что, или бесконечная личность, так скажем, да, человек тоже бесконечная личность. И получается, что как только человек выявляет в каждом деле вечность, да, бесконечность, то есть его душа воспринимает бесконечную величину, бесконечную вибрацию в каждом деле, то есть, в принципе, в каждой цели управления. То все, цель стабилизирована на бесконечное развитие. То, о чем я говорил. Как человеку жить вечно, как пройти в какой-то уровень управления точно, сделать так, как делает Бог точно. Для этого он должен бесконечную систему видеть во всех явлениях реальности, выделять даже ее специально, кстати. То есть вот если, например, мы говорим о том, что в мире очень много информации, то получается, что проще выделять точную канву, да, действия. Тем более, что человек часто выделяет однозначные решения, он ходит по каким-то одним и тем же местам, выходит из дома, заходит в магазин, известный ему, да, то есть это одни и те же места, здесь ничего другого особо человек придумать не может. Он часто вынужден действовать в пределах каких-то своих конкретных систем управления. Получается, что здесь именно выделение важно. Вот человек идет в магазин, заходит. Раньше он туда заходил. Как в этом случае он должен жить вечно? Что он должен для себя выявить на известных ему ступеньках, на что среагировать, чтобы жить вечно? Вот как он вообще должен пройти здесь? Для этого он должен выделить сверхконцентрацию своей души, где душа для него объявлена, то есть он знает свою душу сполна. Вот это точка концентрации. Она выявлена тем, что он понимает, то есть душа понимает его, душа понимает действия человека, да, в целом. Душа осознает, и они работают синхронно, так же, как человек, работая с Богом, может работать синхронно, или человек с человеком, также физическое тело человека может именно взаимодействовать с душой синхронно. Путь же, в принципе, определен самим уровнем тем, что Бог, когда развивается в уровень человека по передаче знаний, то получается, что понятие развития, опять же, это с точки зрения понимания. На самом деле Бог уже это имеет. И когда мы, именно понятие на самом деле, мы смотрим, как Бог это имеет, мы видим, как Он знания передает. Это и есть развитие в сторону человека. То есть тогда он должен быть человеком, передавать обычные знания, которые могут все воспринять. И когда на обычных, опять же, этих ступеньках или где-либо еще в лесу человек выделяет уровень, как он должен пройти, куда конкретно наступить ногой и так далее, то здесь возникает уровень, что тело развивается по познанию своей синхронизации с душой, потому что душа вечна, следовательно, если тело будет развиваться точно так, а тело можно рассматривать как уровень действия души, то получается тело тоже вечно. То есть просто механизм развития души будет передан телу, и все. Значит, получается, существует просто необходимость стыковки между развитием физического тела и души. Уровень понимания. Проникновенное, например, человек видит тишину, да, какой-то лес или звенящий звук тишины, например, это некая такая проникновенность во внешнюю реальность и осознание взаимодействия. То есть вы понимаете, внешняя реальность, лес или какой-то объект реальности дает вам знания, да? То же самое душа в определенные моменты дает вам именно проникновенные знания, то есть она сполна перед вами открыта, она вас фактически учит. То есть получается, что вы
Дальше действовать очень просто. Во всей параметрической системе управления, там разная может быть оптика, разное мышление. Вы именно где много параметров, я назвал ее параметрической системой управления, где много просто элементов информации. И вот нам нужно на что-то среагировать, чтобы сделать правильное движение в сторону вечности. Здесь будьте внимательны, потому что, научившись здесь делать правильный шаг, проблем нет, ваше тело становится в этой точке точно вечным. Если вы эту точку за собой начнете тянуть, да, пролонгировать, то там день, 2, 10, а вообще говоря, бесконечность можно вытянуть путем таких упражнений. Вы имеете тогда вечное физическое тело. Следовательно, значит, выбор параметров вы должны видеть, значит, во-первых, здесь не все как бы так вот однозначно, потому что душа связана с людьми другими, и всегда стоит задача научить других. Вот здесь нюанс. Пока вы не научите всех других, как бы освоить технологию быстро, конечно, можно, но тогда нужно осваивать ее большим количеством методов, да? Значит, но все равно в конечном итоге технология осуществлена полностью, когда вообще там любой совершенно человек вечно живущий. Потому что тогда Бог реализовал свою задачу, и ясно, что вы можете заниматься уже чем-то другим. Но чем-то другим, есть задачи другие, когда человек уже имеет вечное развитие, у него просто задачи часто вообще другие. Не радикально, но они часто вообще не стыкуются с задачами, которые существуют до овладевания вот этим механизмом вечного развития. Как бы в принципе там другая даже логика действий, и механизмы другие. И получается, что в данном случае мы ведем речь только о задачах, которые как бы человек должен просто-навсего вот точно сделать. Вот Бог не ошибается, человек тоже не ошибается, значит, да? Значит, он может не ошибаться. И вот мы наконец приходим к тому, что, значит, душа, которая учит человека, она, значит, передает вот эти знания, да? Ну, во-первых, то, что человек бывает на пространстве души, в общем-то, или в пространстве души, есть даже термин, там, ну, например, как у Бога за пазухой, да, есть такой термин, просто обычный, известный. То есть эти ощущения, они известны, в данном случае я все-таки это ощущение выделяю. Этот процесс другой, это душа учит физическое тело, она как бы втягивается в тело. То есть имеется в виду, что вот есть такое понятие, что душа там вселяется в тело, да, момент, например, там, зачатия или там даже до момента формируется тело, или рождение и так далее. То есть есть определенные точки зрения, что душа как бы вселяется, ну, входит, да, в тело. В данном случае, на самом деле, душа вообще неразрывно всегда связана с телом. И я считаю, здесь целесообразно смотреть такую точку зрения, где момент вообще всей организации информации о человеке есть его душа. Например, Бог решил создать человека конкретно. Значит, он тогда должен рассмотреть связи души с каждой клеткой тела, то есть как, скажем, система техники, которая вообще все знает и все умеет, он должен обязательно знать все связи, абсолютно точно. Здесь понятия неточности в принципе не может быть вообще. Он должен знать любое колебание любой травинки в момент любого нахождения человека в любой точке пространства и времени. Тогда получается, что исходя из этого душа практически, фактически, значит, обладает, вообще говоря, инструментом взаимодействия с этим знанием. То есть душа, получается, как минимум это знает, да? А значит и дополнительно она еще контролирует себя, чтобы это выполнить. То есть душа, получается, такова, что макросозидательный путь, который Бог изначально дает, она уже всегда имеет. Как минимум она имеет знания эти, всеобщего развития, своего благополучного развития и так далее. Вот почему она, кстати, и вечна. Чисто логически она почему вечна? Потому что как иначе тогда она может контролировать все эти процессы? Только потому, что она вечна, она и может контролировать все связи, вечное количество связей. И получается, что исходя из этого мы выделяем конкретно оптическую структуру души, которая находится уже внутри человека, то есть это свечение, там, например, биение сердца там, человека, или движение крови, да, или просто действие человека, как оптически выявленное вообще любое действие человека. А теперь возьмите слово, да, и в чем стыковка слова и действия? А в том, что здесь получается, что слово обладает аналогичными системами, например, я говорю про какую-то функцию организма человека, и эта функция появляется в информации. То есть, получается, репродуцированная звуковая среда создает реальность. Откуда появился звук? Ну, есть воздух, например, да? Значит, вакуум, там другие процессы. Почему я говорю, что, например, вечно живущий, который, значит,
нельзя уничтожить, он ведь в вакууме должен создать сначала воздух, потом говорить, например, да? То есть вот механизмы разные между элементами, значит, где вечное развитие достигнуто и где еще только идет развитие. Но когда идет развитие, будущее, это цель будущего. Вот здесь очень важно выявить цель. Человек, зная цель, уже защищен. Он, в принципе, уже вечно развит. И получается, вот каждый момент жизни – это элемент проявления вечного развития человека. И заведомо сказать, что человек не вечно развивающийся, исходя из этой позиции, нельзя. Потому что если мы этот механизм начинаем пролонгировать и ставить как цель жизни, да, как систему опознания, предположим, действия любым человеком, то получается, что человек достаточно ему в какой-то момент синхронизировать свои действия с действием души, то есть видеть оптику души, ну, например, вот какое-то там, ну, предложим, порепетировать какое-то время, тренинг некий провести. Вот, например, вы хотите сделать движение рукой, а душа как делает движение? Где контуры души? Ну, просто вы делаете это синхронно, точно так же. Тренируйтесь на геометрии действий. Когда вы начинаете действие души видеть, что душа практически, значит, действует, ну, в общем-то, так скажем, просто как бы немного вперед, да, она определяет события. То есть у вас есть мысль, после этой мысли вы можете видеть, где находится именно контурное управление души, геометрическое. То есть та же самая рука, но именно смоделированная вашей душой. То есть вы просто физически как бы вкладываете, да, как в перчатку руку и так далее. Значит, и когда, ну, один из уровней, почему надо снимать перчатку, носит уровень, все-таки это прямой контакт с душой, да? И когда, например, исходя, ну, когда человек здоровается, имеется в виду, снимать перчатку, то есть, хотя есть другое объяснение этому явлению, то есть можно находить объяснение каким-то явлениям мира. Если раньше считалось, что это, ну, рыцарские турниры, надо было снимать перчатку, они были, например, железные, то мы можем объяснить это с точки зрения этой технологии. То есть в этой технологии меняются, можно понятиям придать другой смысл, найти другое объяснение. И вот когда вы начинаете находить другое объяснение, то вы видите, что для тех, кто достиг технологии именно вечного развития, вечной жизни, значит, возникают элементы, где объяснение можно получить самостоятельно. Вот это вот проникновенная тонкая струя души, где объяснение – это и есть реальность. То есть Бог понимает, потому что Он и создает, и понимает одновременно. Ну, примерно так это выглядит. На самом деле Он и объясняет, и учит, и вообще делает все, да, комплексный уровень управления. Следовательно, еще один из уровней управления целью – это комплексность. То есть с точки зрения, например, там, прогнозных характеристик, будущее выявлено так, что если мы возьмем и весь круг управления проведем, например, через всю Землю, то будущее, например, следующего года, там, декабря следующего года находится практически возле нас, но при этом мы понимаем, что это будущее будет в любом случае у каждого из нас, там, хоть там бесконечное будущее. Разницы нет, что следующий год, что бесконечное будущее. Мы начинаем концентрировать, например, там, декабрь следующего года в какой-то конкретной конструкции. Тогда мы контролируем все явления Земли, там с нами ничего не происходит, никаких проблем не случается, каких-то как бы неблагоприятных, да, и мы, по крайней мере, от каких-то резко неблагоприятных уровней сможем всегда как бы выровнять ситуацию в норму. То есть получается, что мы практически владеем механизмом управления, потому что мы понимаем просто, что существует какой-то аспект, который можно зафиксировать и просто как бы реализовать вот, или преподнести смысл управления за счет текущей точки управления. То есть мы же сами вносим смысл, человек же сам формирует свою собственную цель управления. Он сам делает реализацию цели, он сам, в принципе, создает управление таким образом, чтобы управление было эффективным. То есть это все-таки его личное решение всегда. И получается, цель управления должна быть сбалансирована со свойствами, что ли, так, личности, с ее развитием, с желаниями. Каждая личность может выявить в себе очень много бесконечных уровней развития. То есть личности на самом деле не конфликтны, потому что они обладают бесконечным уровнем понятийных систем и могут создать себе в этой системе, где есть вечное развитие, любую систему, которая им приемлема. Например, ну, простой смысл, если стоит некое сопротивление, там, вот строители хотят что-то строить, но стоит большая стена. Смысл что-то со стеной делать, можно обойти, да, или что-то, например, реализовать свой смысл. Смысл следующего управления в том, что управление учитывает существующий нюанс.
И учитывая, что с вашей стороны бесконечное количество действий, реально как бы вот именно там, конфликтных, что ли, систем, как правило, в принципе, это не существует. Вот здесь же надо рассмотреть такую позицию, почему Бог не конфликтует с самим собой. Взять вот бесконечную материю Бога, да, хотя он, значит, ну, можно его локально рассматривать, да, но и действие его бесконечно. Если бы был хоть один реальный конфликт между соседними элементами там, сущности Бога, то конструкция микромира, да, она могла просто тогда, ну, как бы не в той форме существовать, как минимум. То есть, получается, Бог имеет структуру как бы абсолютного отсутствия конфликтных систем из-за того, что в его позиции, в вечном уровне жизни, все достижимо, он дает просто людям научиться создавать бесконечное количество целей реализации, исходя из того, что пространство просто информация бесконечно, пространство мышления бесконечно, но человек воспринимает там, например, себя, он воспринимает через структуру бесконечной среды, то есть он уже проходит через познание и понимание бесконечности. Следовательно, получается, что в цели управления необходимо выявить как бы такой фактор. Здесь получается, что человек должен прежде всего рассмотреть, как он постигает бесконечность, но как бы безусловно, да, то есть через свой любой импульс управления. То есть цель управления содержит знание, вот здесь вот достаточно тонкое, своеобразное понятие, но достаточно простое технологически. То есть есть цель управления. Для этого нужно рассмотреть, где идет ваш оптический импульс, где осваивается как бы, да, бесконечность, и как от этой бесконечности идет импульс в сторону вашей цели. То есть некий, ну, скажем так, угол отражения просто оптического. И когда вы его визуализируете, то ваша цель, она, во-первых, значит, исполняема в перспективе бесконечного времени, во-вторых, она становится более устойчивой, но и основное здесь, что она начинает обладать свойствами некой пластичности, потому что когда вы это знание бесконечности передаете в структуру целевого управления, цель начинает быть динамичной в реализации. Ну, то есть это не статичная система, это система, которая может там некую стену обойти, там что-то достроить и так далее. То есть это динамика, это уже система, опять же, бесконечного развития. Есть динамика, там есть элементы вечности. И когда мы начинаем рассматривать цель как систему, ну, как бы даже автономно развивающуюся, вот почему, кстати, понятно, почему нужно при управлении там целью, да, людей учить именно вечному развитию. Тогда у них возникает бесконечное фактически количество знаний, там, решений, и всегда из двух элементов бесконечности, да, совпадут какие-то взаимоприемлемые системы. И получается, что на таком статусе мы имеем дело с тем уровнем, что обучение как таковое, почему Бог вот учит, да, все время людей, там, информирует элементы реальности, потому что это система, вообще говоря, устойчивого развития. И чем больше знаний, тем более устойчивое, более конкретное и большее количество людей обладает этим конкретным знанием, именно более конкретное развитие в сторону именно вечности. Вот я хочу здесь выделить именно не просто там развитие как таковое, а если взять и дать, например, бесконечное количество знаний группе людей, которые совершают эти какие-то вот эти знания у них, да, то есть они как-то реализовываются, то есть, например, вы хотите просто вот идете, значит, по тротуару, к вам приходит мысль, почему выделяют обязательно тротуар, я имею в виду, что это внешнее пространство, люди могут быть совершенно разные. И это гармония, значит, дальше вы ставите себе управление, хотя можно выделить мысль в любой другой среде, но другая среда может быть изначально гармонична, потому что вы ее отрегулировали, ну, сами как бы просто делали даже не, получается, регулирование, а как бы отредушевали даже, то есть как бы некая такая ретушь, где вы можете очень тонкие системы души использовать. То есть, например, если мы используем такое управление, да, как, значит, слово «от», да, то это слово, предположим, если мы имеем другие, вот, например, «от», да, от чего-то, например, от Бога, да, если мы имеем «от», но от Бога, то мы получаем все знания. Но если мы имеем «от» и называем просто буквально две первые буквы слова, мы можем понять смысл слова, не заканчивая. То есть обратите внимание, что многие управления делаются сразу, и уровень управления совершается как бы тем, что, ну, слово «ре», там, например, там, может быть, реконструкция там, или какой другой смысл слова.
Но когда вы видите в начале слова его конечное действие, вы видите, что слово начинает совпадать с системой реальности. То есть добавление каких-то звуковых форм, каких-то элементов внешнего управления, или там простых форм, там простых слов, создает уровень управления такой, что там простое слово может быть, ну, как бы работать как уровень многосложного слова. Почему вот можно там, считается, в речи делать сокращение по первым буквам, да? Там, ну, например, название партии и так далее, потому что там дальше известно. То есть, и когда мы звуковую форму понимания человека выводим на уровень следующего развития, то человек только сталкивается с информацией и получает сразу управление, то мы видим, что как душа Бога уже в таком, да, явном, как бы проявленном виде практически очень плотно взаимодействует с душой человека по, во-первых, там, построению тела человека, то есть в реальном времени создания именно уровня здоровья. И когда вот канонический уровень выделен именно вечное развитие, то мы видим, что человек фактически своими руками все строит. То есть, ну, так же, как, например, там, иммунная система человека запоминает какие-то системы и регулирует, также и сам человек может регулировать событийную систему, рассматривая следующее развитие как систему, связанную с ним. Вот Бог, имеющий там единое физическое тело человека, он же все равно создал бесконечный мир и связан с любым элементом мира. Получается, что, исходя из этого, вы можете следующую систему развития, например, свою, видеть таковой, что все события связаны с вами, и вы непосредственный создатель событий, в том числе. Ну, или, например, некоторые вещи совершенно только лично создали. И когда вы начинаете видеть управление от Бога и делаете сами, то получается, да, это действительно события создали конкретно вы, да, какой-то даже сегмент. Как только вы начинаете видеть эту систему управления, ну, именно ту, которая вот направлена, скажем, в бесконечность, то есть вы начинаете видеть, что все события, идущие от вас, имеют статус с вами связан, даже более того, вообще все события, не только от вас, которые идут, то цель совершенно однозначно, она реализуется. И более того, одновременно реализовывается и управление целью. Так же, как у тела есть как бы контролирующий уровень, да, со стороны души, то же самое здесь вы вводите в логику управления уровень такого макро всеобщего контроля, и цель тогда обязательно достигается, более того, она достигается гармонично и во всеобщем всегда аспекте. То есть в этом случае даже часто вот именно лишний там, раз проводить макроуправление даже и, ну, не нужно, потому что вы уже сразу видите, как вы его проводите. Вы сразу видите, что вы уже провели макроуправление, делаете управление. Тогда вообще все абсолютно будет гармонично, и вы всегда сделаете управление на совершенно там макросмысл с учетом там перспективных, благоприятных для себя ситуаций и так далее. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо.